Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, январь 2024 года. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем, конечно, реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так думаю, первое, мы проведем с вами приятное время. И, может быть, вы считаете вот этот даже с общего расклада какую-то свою частичку в том, что вы чувствуете, думаете, планируете, и просчитаете на пару шагов вперед. Вообще 2024 год начинается с того, что заканчивается ретроградность Меркурия 2 числа. И это позитивный момент. И если вдруг были таковые обстоятельства в конце декабря, пришлось пересмотреть свои планы или что-то изменилось, встала на паузу. Вот здесь зеленый свет. И 21 числа у нас Плутон войдет в знак зодиака Водолей, и он войдет и пробудет там еще вплоть до сентября. В сентябре он сделает небольшой реверанс обратно в знак Козерога и уже окончательно перейдет в ноябре. Но, тем не менее, вот даже до сентября это основная часть 2024 года. И если говорила 23 год, это год адаптации во многих видео, то теперь я говорю, 24 это игра по новым правилам. Водолей – это новатор. В целом, это когда начинают наши планы, наши творческие какие-то устремления, честолюбивые, в хорошем смысле, амбиции получают возможность реализации. И это, если мы говорим, игра по новым правилам. Мы сами можем корректировать эту игру. Мы именно тут индивидуализм и свобода больше. Ключевые значения, когда Плутон в Водолее, значит, какая-то ваша мечта, цель, намерение может быть вами достигнута. Конечно, Плутон – планета медленная. И вот эти перемены, они не будут происходить за пару дней. Но тенденции в 2024 году, а в 2025 я так вижу, что какая-то новая структура, что-то будет еще более упорядочено, но уже основа, она приходит к нам в 2024 году. Вы сами будете определяться, может быть, как в своем творчестве или чего я хочу достичь. И, знаете, в этот год нам не будет грустно. И в хорошем даже смысле. Пусть не отменяют, безусловно, Плутон, обстоятельства какие-то, на которые мы не сможем повлиять. Но даже в тех условиях, когда хоть камни с неба, у нас будут все равно, мои дорогие девы, у вас будут новые возможности. И вот как раз если мы про индивидуальность и свободу, ваш знак, как никакой другой, это прочувствует. Потому что вот как вы видите мир, так как вы именно хотите, может быть, построить свою жизнь, или какой-то сумасшедший план, который был как мечта, сделать его явью, а вы умеете из хаоса создать порядок, и у вас это получится в 2024 году. Хотя это потребует сил, безусловно. Тут не будет происходить что-то само. Ну ладно, сейчас у нас январь, а то я увлеклась. И я хочу достать первую карту. Какая сфера жизни у вас будет наиболее активно проигрываться в январе? Чему вы будете уделять, может быть, больше внимания? И что нам важно знать в связи с этим? Свяжем две карты. Сюрпризы. Это то, что со знаком плюс. Что будет? Вот внезапно радовать. С какими неожиданностями вы можете столкнуться в январе? Что скрыто? Может быть, вы не замечаете чего-то. Может быть, кто-то скрывает. Что может помешать? А что будет помогать и что будет радовать? Давайте достанем три карты по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Энергетику смотрим. Энергия денег и личной жизни. Какая же сфера? Работа, деньги. Вот все то, что я говорила, начиная от личного творчества, самовыражения, пусть это будет та профессия, которой вы занимаетесь, может быть, вы ее любите, развиваетесь, значит, это карта прогресса. Нам показан уже профессионал, который наковал пентакли, буквально создал, и как будто получить новую должность, или стать популярным, или стать таким экспертом, известным на весь мир, может быть, стать медийным человеком. Любое ваше желание,
как будто может воплотиться не только в 2024 году, а буквально начало только года, это январь месяц, и у вас уже какие-то устремления, когда не просто деньги вы получаете или видите плоды труда своего, а есть какой-то прогресс на будущее. Карта уверенности и карта достатка одновременно. Что важно знать в связи с этим? Не забыть про личную жизнь. Переключаться в тех вопросах, которые, может быть, требуют больше рационализма, прагматизма где-то. Но это все хорошо, в этих энергиях тоже нужно быть. Но и если есть вопросы личной жизни, или у вас их наоборот нет, мои дорогие, у кого-то один или одна, значит, уделить внимание личной жизни. Не забывать, не уходить с головой в какой-то, пусть сумасшедший творческий проект. Помнить, наверное, что счастливы мы можем быть, когда у нас все сбалансировано, когда душевная гармония какая-то присутствует, когда у нас есть люди, которые буквально за нас могут порадоваться. Вот переключение между этими двумя важными энергиями, работа и личная жизнь. Как будто вот это важно знать. И не должно быть одно за счет другого. Сюрпризы. Ну вот сюрпризы таковы, что карта отшельника, когда я иду один на один своим путем. Безусловно, по этой карте сюрприз. Может быть, вы знаете, какая-то усталость, может быть, было много работы. По отшельнику хочется абстрагироваться словно. Ну, так побыть в тишине, в одиночестве, может быть, даже для кого-то, потому что прежний период был с перегрузкой, эмоциональной, может быть и физической. С другой стороны, все же, если мы рассматриваем в контексте восьмерки пентаклей, отшельник идет своим путем. И он воплощает как раз свои желания в жизнь. И словно это сюрприз со знаком плюс, значит, действительно, как минимум, одно какое-то свое намерение вы можете осуществить. По крайней мере, в январе вы будете четко видеть, что мне нужно делать, а чего делать не нужно. Какими путями я достигну того желаемого, что мне бы хотелось осуществить или совершить. Но рассчитывать как будто придется самим на себя. Но это вас будет даже радовать. Может быть, вполне вероятно. Для кого-то из вас, когда вы, допустим, ходили в организацию, да, или вы работали не сами на себя, а вот именно коллектив был какой-то. Здесь вы можете уже в январе будете конкретно думать о том, чтобы переключиться на собственное ремесло или творчество. Такое тоже может быть. Для кого-то из вас это у нас карта мудрости. Вы можете какую-то тайну, вопрос решить, потому что по отшельнику идет мудрец-философ, к которому обращаются за советом. И он может дать этот совет цельный. И такое может быть. И где-то, общаясь с людьми, вы можете и сами узнать много информации, которая приходит к вам словно неожиданно, но каким-то образом она вам в плюс, вы ее проанализировав для себя что-то, как будто подчерпнете и сможете применить на практике тоже. Очень хорошо по этой карте есть еще такой момент, когда мы никуда не торопимся. В каких-то своих энергиях неторопливых следует провести этот месяц. Почему? Дважды. Все же у нас отшельник на карте идет с фонарем. Фонарь это не что иное, как прообраз интуиции. По преданию фонарь включается ровно в то время, когда это необходимо. И вот на карте у нас загорелся фонарь, и отшельник видит змея на дороге. Поэтому вот такие спокойные энергии вам дают возможность как их просчитать что-то безошибочно. Ну или увидеть вот таких особей, которые, ну, иносказательно, аллегорически похожи на свернувшуюся на пути змею, и значит что-то просчитать наперед, с чем-то не ошибиться, предотвратить какие-то, ну, шероховатости, неожиданности или чьи-то подножки. Вот вы будете как мудрец, и, видимо, это вас будет, ну, не столько, может быть, даже радовать, сколько придавать уверенности в собственном проекте, в самом себе. Или в том, что, знаете, как силы добавляются у нас, и мы думаем, что да, я могу осуществить, если прежде сомневались, а вот здесь как будто сомнения пропадают. Каковы же неожиданности?
Ну, может быть, поэтому нам где-то и выпадает карта отшельника, нам говорят о неожиданностях, у кого-то могут задерживаться деньги. Или это карта недостатка, недостатка взаимопонимания. Вот поэтому я в контексте с отшельником. По деньгам как будто деньги будут, нам уже сказали. А вот проходит, когда по пятерке пентаклей нас не понимают. Может быть, так, как видите вы, с вами не все будут разделять ваши взгляды, мои дорогие. Или не все будут думать так, как вы думаете. Вы умеете быстро проанализировать. Причем проанализировать, сравнив то, что ментальности, допустим, да, или то, что вы хотите осуществить. И есть то, что на злобу дня. То есть хотим мы или нет, есть какая-то конкретика. Может быть, с этой конкретикой не все согласны. Может быть, это где-то может быть побудительный, кстати, мотив к тому, чтобы поменять работу и начать работать на самого себя. Может быть, по этой карте, это мелкая карта, будет где-то досада, что мои взгляды не разделяют. Но это как будто укрепит лишь вас в вашем намерении. Как будто все равно нужно что-то продолжать, даже если тысячи неопределенностей. Или с нами, с вами не соглашаются. Это не значит, что мы должны наступить на горло собственной песни и словно под кого-то прогнуться. Нет, может быть, тихим сапом, извините. И так, есть такое выражение, очень правильное выражение. Потому что сколько людей, столько мнений. Но если мы поставили перед собой какой-то проект осуществить, а кому-то он не нравится, то это не повод менять свои планы. Что скрыто? Радость. Может быть, радость за детей. Может быть, сама по себе, как предложение, признание в любви, комплименты, хорошее настроение. Нет здесь чего-то такого, что, знаете, хотят подставить подножку нарочно, да, и скрывают. У кого-то эта змея, может, и проиграется, но все-таки основной фон, может быть, вот эта змея, вы будете думать, что со мной не согласны, но как будто скрыто противодействия нет, мои дорогие девы, правда? И это уже позитивный момент. Но, видимо, если и есть вот такие несогласные, они у вас словно на поверхности, и вы можете что-то просчитать. Поэтому общий фон, как нет ничего скрытого, есть, ну, позитивное отношение как и к миру, к самому себе. И в течение января вы как будто остаетесь довольны. Давайте мы посмотрим, что может помешать. Нет ничего, чтобы могло вам помешать. Вот действительно. Еще нам выпадает карта, которая, король Пентаклей, это где-то ваша энергетика. И неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. По королю Пентаклей это тот, который тоже создал себя сам, который надеется на себя, у которого, ну, с одной стороны, в балансе, может быть, идут как раз эти энергии, когда и волки должны быть сыты, и овцы должны быть целы. Есть такое, когда король Пентаклей предполагает, что тысяча неопределенностей может быть, и я готов где-то корректировать свои планы, чтобы что-то очень важное у меня состоялось. Он все держит под контролем. Карта уверенности, стабильности, порядка и какого-то прогресса на будущего. Здесь может быть, ну, разве что, если уже очень придираться к картам, что может помешать? Может быть, отчасти самоуверенность. Но я думаю, это не для всех. У вас, правда, все под контролем и достаточно сильная позиция. Что будет помогать? Импульс. По рыцарю жезлов. Так вот, если мы конкретно про Таро, 3 момента. Может прийти какая-то новость, и достаточно такая, знаете, внезапная, быстрая. И эта новость будет вам словно в тему, помогать чем-то. Может, второй момент, приехать человек. Или вам придется куда-то отправиться. И сделать, третий момент, вам придется это быстро. Или быстро переключиться на какой-то вопрос. Или провзаимодействовать с конкретным человеком. Или поехать, собраться быстро и поехать в другую куда-то местность для того, чтобы на месте решать, опять же, какие-то злободневные вопросы, как будто там это сделать будет удобнее, понятнее или сообразно обстановке. Вот быстро переключаться, может быть, между событиями этого месяца, реагировать на приходящие новости, но и анализировать
тоже. Нам карта говорит по отшельнику, как сюрприз, не торопись, да? Но вот кто знает, где-то, может быть, и не нужно поспешить, но и куда-то не опоздать будет тоже важно, потому что по рыцарю жезлов это импульс идет. И с этим импульсом придется правильно провзаимодействовать, быстро, может быть, откликнуться на чье-то предложение. Иными словами, чего-то не упустить. Дела, работа, бизнес. И у нас королева жезлов, да, тоже импульс, желание осуществить свой проект. Вы можете столкнуться с человеком, или, может быть, есть в вашем окружении, правда? Это люди, которые стихия огня, или, опять же, асцендент, или по луне, Овен, Лев, Стрелец. И в целом по карте это человек очень притягательный, может быть, словно магнит. Отчасти у вас будет такая энергетика где-то, нам это сказали. Может быть, вам придется решать по поводу ваших задумок какие-то вопросы, согласовывая что-то в инстанциях или договариваясь где-то, опять же, с людьми, или контактируя опять с людьми из полученных новостей или в результате какого-то события. Но что отличает королеву жезлов? Она умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. Карта предполагает, несмотря на всю ее горячую энергию, что мы немногословны. Молчание буквально нам где-то сослужит хорошую службу, когда мы не афишируем свои планы. Кстати, перекликается с отшельником в том плане, что он ничего не обнародует. Он собрался и пошел своим каким-то путем, как ему одному только понятно. Это отчасти похоже на королеву жезлов, потому что анализирует ту информацию, которая к ней приходит от людей, или новости, как-то сопоставляет с тем, что для нее на данный момент времени будет важно, и после этого она какое-то решение принимает. Правильная работа, в принципе, с информацией дает вам свои плоды. Вот об этом дела, работа, бизнес, где-то нам говорят карты, и держать все под контролем. Что по финансам? Хотя нам сказали, финансы есть. Более того, посмотрите, у вас выпадает карта императрица. Ну, понятно, что тут финансы есть. У кого-то смена статуса, правда, получить должность. Или для себя смена статуса может быть через личную жизнь, через свой доход, через, может быть, вторичный какой-то доход, может быть. Вы, как раз мы говорили об этом, кто-то из вас, может быть, оставит, правда, работу свою прежнюю и переключится на собственное творчество или ремесло. А кто-то будет еще и на прежней как будто работать, и уже потихоньку что-то свое начинать. Такое тоже может быть. Ведь императрица у нас плодовита. Для девочек моих дорогих, для кого-то может проиграться, хоть и на деньги нам выпадает эта карта, но она всеобъемлющая, про благополучие. И может проиграться. Отчасти как беременности вы будете уделять внимание собственному здоровью. Может быть, какие-то процедуры проходить, может быть, сами себя хранить, да, или заботиться о своем жилище где-то, что-то приобретать, если мы смотрим на деньги. Для мужчин это тоже карта проигрывается как благополучие, и вообще для всех это карта власти, но власти доброй. Поэтому смена статуса у кого-то может быть через личную жизнь, а у кого-то через работу и, опять же, все же финансы. Значит, рост вашего дохода, все то, что я говорила в самом начале, просто приходит у каждого по-своему. У кого-то это могут быть деньги партнера, правда, или партнерши по семейной паре, или, может быть, просто по паре, но вы еще отношения не оформили, может стать вопрос об оформлении отношений, но как будто и финансовая составляющая, уже если мы говорим в целом на январь, она вас, безусловно, радует и захочется как и укрепить. Или если были какие-то минусы, значит, успешно вы это измените в противоположном, более удачливом направлении. Для себя что-то проясните, решите. Может быть, когда я больше уйду вот от этой какой-то недостатка финансовых средств и не буду оглядываться назад. Есть прогресс, даже не зная карт Таро именно по финансам, уже в январе. Личная жизнь.
карта, как я и говорю, на сдаче экзамена. Мы как будто переходим на другой уровень. Вам выпадает на личную жизнь тройка пентаклей. Для кого-то она может, правда, обозначать творческий или свой личный проект. Когда мы идем учиться буквально, может быть, у кого-то проиграется хоть нам и про личную жизнь, но у вас карта императрицы, поэтому тут всеобъемлющие. Для всех сразу говорит карта, что какие вы задачи перед собой ставите. Если вы люди семейные или люди в паре, тут все с прогрессом. Для кого-то уделить внимание, нам здесь сказали, не только работе, но и личной жизни. И значит, если вы один или одна, будут возможности не остаться одному или одной. И может быть поэтому нам карта в конце выпадает нашего расклада, хоть и на личную жизнь, но про экзамен. Это карта прогресса, потому что, первое, если мы что-то учим или обучаемся мы чему-то, или мы, может быть, вы пойдете буквально заканчивать и сдавать экзамены, уже к финишу подошел период какого-то вашего обучения. И вот эти знания, которые мы получаем, в последующем мы переложим как будто на финансовую основу. Мы будем более либо востребованы на рынке труда, либо каким-то образом это зачтется на вашем прежнем месте работы, если вас от работы посылают на курсы, или какое-то обучение вы себе, допустим, наметили, значит, тоже в конечном итоге финансовый какой-то эквивалент. Для кого-то эта карта будет означать переход на другой уровень, своего рода жизненный экзамен после каких-то сложностей, трудностей, может быть, вопросы вы как-то удачно решаете в январе, и, может быть, меняется ваш статус в сторону прогресса, в сторону большей состоятельности по всем сферам жизни, когда вы остаетесь собой довольны. Открываются новые перспективы, но вы их как будто сами открываете. Все зависит, повторюсь, от вашего решения и что вы себе, наверное, как цель, намерение поставите на 24 год и в какую игру, мои дорогие девы, вы захотите сыграть в 24 году, ну так, аллегорически говоря. И здесь надо больше руководить вам процессом. Или вам делать карьеру нужно, как будто вот прямо с января вот нам говорят, задумайся об этом. Если пока ни одна мысль еще не приходила в голову, меня все устраивало вот так, как оно тянется. А тут, как может быть, обстоятельства меняются, и вам нужно не в тени, а где-то занимать ведущие роли. Вот я вижу в этом раскладе именно так. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы и любимы всегда.